Если вы спросите меня, хотел бы я быть эксплуататором, чайным бароном, то, конечно, ответ да. Прикиньте, у тебя своя большая чайная плантация, на котором, ну, кому-то надо работать. Самому не хочется столько чая собирать. Так вот, а чай хочется забраться на макушку, где-нибудь к закату или рассвету, сесть на скамеечку и смотреть вдаль на то, насколько ты велик. Где мы, Егор? Мы на мосту, по которому ездит современный поезд. Тут много туристов, в округе много пальм. И вообще похоже, что мы в каких-то джунглях и тропиках, и много сосны, хвои. Вообще ощущение очень странное. Похоже на много всего сразу. У меня есть ощущение, что я в Африке. О, то есть в Китае. То есть за угла должен выпрыгнуть Джеки Чан и такой уа! Это походу чай. Да. Но только почему он растет на горах? Я думал, он растет на полях. Он на горах растет. И давайте порассуждаем немножко в обратную сторону. Ну, слышали когда-нибудь про UX, дизайн и пользователей? Давайте порассуждаем об этом. Предположим, что нужно нашим пользователям в конечном итоге? Хороший сервис по классной цене, по низкой. У компании нет никакой цели, например, моей чайной компании, пускай она называется Ост-Индская компания. Ост-Индская чайная компания Егора. Вот. И у моих клиентов явно нет желания и никакой мотивации, чтобы рабочие пили смузи, ездили в офис на такси или как-либо там развлекались, играли в теннис и бильярд. Им важно, чтобы чай был вовремя поставлен, и цена за его производство, ну, была как можно ниже. Желательно маленькая. И если чай, смузи, такси, страховка и прочее помогают держать чай в низкой цене, то, конечно, у рабочих все это будет. Как только это все не влияет на стоимость, тогда начинаются вопросы. Тогда вы начинаете говорить, что ваш начальник мудак, а начальник начинает говорить постоянно, что денег нет. Ну, я бы тоже говорил, а смысл? Смысл мне начинать компанию? Смысл мне начинать производить что-то для моих клиентов, если себестоимость этого всего не конкурентоспособна? Если зарплата моих крутых программистов, например, настолько большая, что сайт начинает создавать проблему, что он никогда не окупится, то, само собой, это вызывает много вопросов, как у инвесторов, так и у меня, как руководителя компании. Все, что мне нужно, чтобы задачи делались в срок, клиент получал продукт достаточного качества, чтобы им пользоваться в срок, чтобы оно не отваливалось, и все. Насколько там идеально написан код, какими паттернами, технологиями, никому не важно. Лиза, вот ты гуляешь по Цейлону, да? Уже который час. Не захотелось еще стать чайным магнатом, купить себе чайную фабрику, заставить шри-ланкийцев зарабатывать себе на чай? После таких крутых гор нет. Вспомните вот этот вот завод чайный, про который я рассказывал. На нем стоит оборудование, которому почти 70 лет. Ребята, 70 лет, а там до сих пор стоит какая-то молотилка чая, которой 70 лет. И она продолжает молотить чай по 6 тонн в день. И всех устраивает. Они докупили немножко других молотилок, чтобы после работы вот этой вот старой, не очень качественной, что-то работало хорошо. Почему это неприменимо в IT? Это очень даже применимо. У вас есть какое-то говно, написанное, например, на WordPress, на Joomla. Ох, господи упаси. На Битриксе, да?
и вы сверху где-то там домутили, довертели маленький модуль на чем-нибудь современном новом Node.js. И все, все счастливы, клиенты счастливы, программисты не умирают, заново изобретая Joomla или WordPress. Вы на статическом сайте генераторов что-то накидали. Вот. И не надо содержать огромный штат программистов. Вот. Задача программистов — держать низкую цену продукта. Как только программисты начинают мериться письками, у кого код качественней, у кого технологии посвежее, так сразу вы улетаете с рынка. Так сразу вот ваша чайная компания никогда не станет великой. Никогда вы не станете бароном всего чая на земле. Вот. Лиза, какие твои ожидания от завода? Нам придется подождать. Но по отзывам там будет, скорее всего, очень вкусно пахнуть чай. Посмотрим. Ты готова? Да, я предвкушаю. Что ты думаешь, тебе покажут? Чайные листики. Много чайных листиков. Да. Я бы еще хотела посмотреть, как они их собирают. Ладно. Наверное, флевара. Ну, а вдруг они там просто рабочих плетками бьют и заставляют собирать, как в Древнем Египте? Да. Но такое тебе нельзя показывать. Там, возможно, будет как на фабрике Вилли Вонга, все будут петь и танцевать. А чтобы все работало, да, у вас должны быть люди на маленьких зарплатах, определенно. Но ваша задача, как хорошего работодателя, дать им все возможности, все понимания того, как они в вашей компании могут вырасти куда-нибудь там побольше. Как они могут работать у вас следующие 20 лет, чтобы у них все было хорошо. Не верите? Посмотрите на Макдональдс. Там можно прийти и начать мыть унитазы, а закончить чуть ли не директором по региону, например, по всей Беларуси. Я руковожу всеми Макдональдсами в Беларуси. И в целом это вот такая карьера. И это круто, когда такую карьеру может построить ваша компания. На заводе, например. То есть чувак, который работал 20 лет на заводе, что он делает? Он наблюдает, как другие рабочие работают. Потому что он знает процесс, понимает, что эти косяки к чему приведут. Там не работает Джун Team Lead, или Джун Project Manager, или Джун Директор. Там работает человек, который много лет проработал, простым рабочим делал там чай. А в IT всякие чудеса бывают. И поэтому бардак, рано или поздно кто-то его наведет. Вот. Возможно, это будете вы, может быть, это буду я. Возможно, я забью на IT и начну растить чай. Может, я просто куплю себе чайную фабрику. Егор и его чайная фабрика. Звучит неплохо. Найму людей, которые будут петь песни. Одену их в розовое. Вот. Ко мне будут приезжать туристы, я их буду катать по чайному озеру. Вообще идеально. Егор и чайная фабрика. В общем, люди все еще не научились жить хорошо, и не то, что не научились, то есть люди научились строить хорошо заводы, строить хорошо производство. Люди также научились эксплуатировать других людей, то есть на Шри-Ланке считается для местных мувитоном работать и собирать чай. Вот. Поэтому это считается таким неблагородным трудом. Но это вполне нормально, то, что сюда привозят ребят из Индии, и они спокойно это делают. Да, живут бедно, да, очень трудно, да, работа не очень. Да, но они соглашаются. Вот. То же самое местные соглашаются возить тебя на тук-туке или на машине. То есть из смешного мы тут последние пару часов катались на такси, объездили, наверное, свой кусочек области, чтобы добраться до Липтона. Наверное, часа 2 суммарно, и заплатили $10. То есть
$10 и тебя возят там сотни километров, и это опять же их выбор. То же самое на тук-туке, то есть ребята, можно целый день по городу кататься, там, ой, я сейчас выйду, ой, я сейчас отойду, не как у нас в такси, сейчас там типа заплачу. Ты каждые 5 минут можешь выпрыгивать, выходить, и все равно это будет стоить $1. Вот. С едой, жильем то же самое, с отелями. Да, ребята не стесняются разводить вас на бабло. Вот, например, зарядить за жилье, которое там стоит $9, по словам местных, $50, и они считают это нормальным. То же самое ваш работодатель на работе в IT, он считает нормальным. Если вы согласились работать за $200, за 500, это отлично, вас устраивает. Вы должны быть счастливы, что вы работаете с ним в его классной компании. И так работает со всем. Так работает на Шри-Ланке с тук-туками, кафешками, ресторанами, отелями. То есть вы готовы заплатить $500? Они с радостью возьмут ваши $500, и никто не будет головой качать, как они там делают. Вот так. И говорить, вах-вах-вах, не то, слишком дорого, держи сдачу. Нет, дал $500, взял $500. То же самое на работе, то же самое в компаниях. То же самое в бизнесах. Продал идею, тебе дали много инвестиций. Бери, трать, развивай компанию, пробуй, нанимай лучших людей. И, возможно, все получится. А тем временем я пойду еще поищу какие-нибудь прикольные локации на чайном Липтоне. Я подумал о том, что то, что я ходил на заводе, мне еще понравилась атмосфера. То есть там никто никуда не спешил. Там не было такого, мол, дружок, я тут чай сушу 20 лет, я знаю все, сейчас я тебе там буду рассказывать. Мы пришли как туристы, к нам позвали менеджера. То есть они не стали сами решать и говорить, да я сейчас все знаю, сейчас там все разрулю. Нет, каждый занимается чем-то своим. Менеджер раздал всем указания. Одному сказал, второму сказал, третьему сказал. А никто, кроме менеджера, и не лез. Вот. Каждый занимается своим делом. Поговорили с рабочим, он сказал, что он 20 лет работает, его все там нравится и супер-пупер. Вот. А в IT каждый прочитает какую-нибудь умную книжку и потом начинает рассказывать о том, какой он молодец и знает все лучше всех. Особенно какой-нибудь школьник. Вот. Подумайте об этом. Поэтому... подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте думать, насколько работа в IT похожа на работу на заводе. И какой опыт работы на заводе мы можем перенять, чтобы IT лучше работало. И что мы, как рабочие, программисты, бизнес-аналитики и так далее, можем помочь нашему начальнику чем? В какой такой навык вложиться, чтобы компания начала зарабатывать. Какие надо темы обсуждать с руководителями, чтобы вам было выгодно, и он хорошо зарабатывал. Аутсорсинг так и работает, да, то есть продает вас подешевле, но зато у вас есть работа. То есть они делают вам хорошее дело. То есть аутсорсеры в СНГ технически построили все IT. Им большая благодарочка. Да, они платят мало денег. Да, Яндекс там платит мало денег, Mail.ru платит мало денег. Все эти большие компании уже давным-давно overcorporated, не дают тех зарплат и ожиданий, которые получают люди, которые там по 7 лет отработали. Да, у них там все хорошо, у них там все отлично, а у всех остальных нет. Ну а как вы построите большую компанию? Как вы вот это вот поле чая, например, уберете большим количеством людей, чтобы все пили смузи, ездили на такси с большими медстраховками и огромными зарплатами? Вот, если знаете ответ на этот вопрос, вы будущий миллиардер. Вы даже не Илон Маск, вы там 10 Илонов Масков. Вот, можете изменить весь мир. Но на текущий момент люди ничего не придумали, как организовать большую толпу людей. Даже нету ни одного нормального государства. А государство, на мой взгляд, страны, это такой же бизнес. Вот. Зарабатывает на людях так же, как и чай. И на этом у меня все.